Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам, как я себе связала свитер по методике японского плеча. Вот оно. Я свитером довольна. Он хорошо сел на мою фигуру. Он здесь свободный и прямой рукав. Вяжется просто. Этот свитер я вязала на размер 52-54. Вязала я пряжей Накко Mohair Special. Здесь метраж 100 граммах, 550 метров. У меня ушло на этот свитер всего лишь 3 мотка. У меня было 4, но ушло ровно 3 мотка. Очень экономная пряжа. Вязала я спицами 3,5 основное полотно, горловину и рукава и резинку внизу свитера вязала троечкой. И у меня ушло на размер не маленький 52-54, всего лишь 3 моточка этой пряжи. Плотность вязания у меня этой пряжей вышла 2,6 петли в 1 сантиметре. Если кто-то будет вязать другой пряжей, тогда все в сантиметрах. Я все важные моменты, ключевые, скажу, сколько это у меня вышло в сантиметрах. Так, начинаем наше вязание с того, что если вы хотите именно горловину такого размера, не сильно впритык к шее, такую свободную, то вам нужно набрать петель на 23 сантиметра, вот эту часть. У меня получилось 64 петли. То есть я набрала 64 петли, провязала 1 установочный ряд лицевой и дальше по узору. Узор у меня получается, раппорт узора 18 петель и 10 рядов. Узор я оставлю, если кому-то понравился именно этот узор. И получается, после того, как я провязала 1 установочный ряд, мы идем дальше и провязываем 50 рядов. Вот они, 50 рядов. Вот. С прибавками в каждом ряду с обоих сторон. Прибавки у нас делаются. То есть мы, получается, вяжем вот так вот. Сейчас. Мы вяжем, вот у нас вот так мы набрали. И вяжем вот так вот вверх. Мы набрали 64 ряда, провязали установочный ряд, уже повторяюсь. Установочный ряд. И дальше по узору вяжем 50 рядов. Прибавки в каждом ряду с 2 сторон. И идет у нас, провязали 1 установочный ряд. И получается идем, провязали лицевой ряд, добавили 3, получается мы, тут важный момент, 3 лицевые петли, потом прибавка, и у нас идет прибавка 1 лицевая петля с наклоном влево. Идем дальше по узору вяжем. Дошли, когда у нас осталось 3 петли на левой спице, мы делаем прибавку с наклоном вправо, провязываем 3 лицевые петли. Здесь важный момент, здесь кромочные петли всегда провязываются со всех сторон. Дальше поворачиваем на изнаночный ряд, провязываем 3 изнаночные петли, потому что вот этот у нас получается дорожка такая красивая остается. 3 изнаночные петли и прибавка идет 1 изнаночная с наклоном вправо. Вяжем изнаночный ряд по узору. И потом, когда останется опять на левой петле 3 петли, на левой спице 3 петли, мы добавляем 1 петлю изнаночную с наклоном влево. И возвращаемся опять на лицевой ряд. И так вяжем 50 рядов. С прибавками в каждом ряду с 2 сторон. Провязали мы 50 рядов. И далее без прибавок провязываем еще 40 рядов. Это где-то 10 сантиметров у меня вышло. Еще 10 сантиметров. Все, мы провязали спинку. И потом
идем и начинаем с левой стороны провязывать левую полочку. Вот у нас так вышел такой красивый рядочек, полочка. И она у нас для размера 52-54 вышла где-то 20 сантиметров должна у вас выйти. Если кто-то вяжет другой пряжей с другой плотностью вязания, 20 сантиметров должна выйти. Так, мы берем кусок нити такой, кончик нити, так, оставляем так приличный кусочек нити и поднимаем петли справа налево, чтобы у нас сам моточек остался здесь, кусок от мотка. И поднимаем петли, чтобы вязать начали справа налево, потом лицевым рядочком. Так, набрали петли. И первые 2 ряда мы просто провязываем по рисунку. Далее набирается у нас 53 петли. Далее мы провязываем, начиная с 3-го ряда, делаем убавки в конце ряда. И убавки делаются в лицевых рядах. 3 убавки. То есть получается мы провяжем с вами 6 рядов и 3 убавки в лицевых рядах делаем. Сделали. Дальше мы провязываем 6 рядов без прибавок. Просто по рисунку 6 рядов вяжем. Далее мы начинаем делать прибавки, оформляя горловину нашу. Провязываем 10 рядов с прибавками в начале лицевого ряда. Делаем прибавки. Вот, получается у нас вышло это 20 рядов, 10 прибавок. Прибавки в лицевых рядах в начале ряда. Все, мы закончили с левой стороной. Правую сторону мы делаем точно так же, только как бы в зеркальном отображении. Набираются петли тоже справа налево, так, чтобы можно было начать вязание с лицевой стороны справа. Набираем петли. И все то же самое, что мы делали только что с левой стороны, только в зеркальном отображении. То есть убавки делаем в начале ряда, а прибавки делаем в конце ряда. Все по узору. Все, провязали мы 2 стороны. Потом мы их соединяем. Когда довязали с правой стороны изнаночной, надо уже вязать лицевой ряд, мы продолжаем вязать лицевой ряд по узору. И добавляем к нашей горловине еще 40 петель. Но если вы будете вязать или другим узором, просто, например, лицевой гладью, или можете там, у меня просто, чтобы узор совпал, получилось 40 рядов надо добавить. Так, 40 петелек мы добавляем, 40 петелек. И продолжаем вязать лицевую левую сторону. И потом поворотными рядами, уже соединенные правые и левые полочки, вяжем 60 рядов у меня вышло. Чтобы сравнялись наша спинка и перед по рядам. Чтобы они ровно были. И далее начинается вязание по кругу. То есть мы, получается, закончили здесь. И начинаем вязать по кругу, добавляя петли подреза. Петли подреза у меня вышли с каждой стороны по 15 петелек. У меня получилось немножко узор тут. Я не добавляла в серединку, потому что сильно большой получался бы тогда подрез. Вроде как меньше сделать, если узор совпасть, сильно мало петель. А больше сильно большой. Поэтому у меня получилось немножко так по бокам без косички.
15 петель подреза. Добавили с каждой стороны, и все. И дальше вязание по кругу, по узору. И закрывала я фабричным краем. Мне нравится это закрытие. Все. После того, как мы завершили наше туловище, мы переходим к рукавам. Рукав. Переходим к рукаву. Мы поднимаем петли рукава. Петли рукава поднимаются не в каждой петле, а поднимается 3 петли подняли, одну пропустили. 3 петли подняли, одну пропустили. У меня получилось 104 петли. Дальше мы, получается, поднимаем с серединки подреза. И чтобы у нас получилось здесь вот, получается, пополам делим потом петли рукава. Получается 104 петли у меня получилось, с каждой стороны по 52 петли. Вот. У нас же получается так. 52 петли. И мы дальше начинаем формировать окат рукава. Окат рукава мы формируем с шагом 3 петли. То есть мы провязываем, когда подняли уже все петли, начинаем вязать по узору, вяжем, доходим до середины, где мы разделили пополам рукав. И после этой середины мы провязываем 21 петлю. Поворачиваем вязание. Итак, провязываем до середины рукава. Провязываем еще 21 петлю. И потом поворачиваем вязание. Делаем накид от себя на правую спицу. Вяжем до середины, изнаночный ряд до середины опять рукава. И тоже 21 ряд провязываем. Поворачиваем вязание, делаем накид от себя на правую спицу и далее опять лицевым вяжем. И так делаем 8. У нас получается 8. Итак, мы вяжем, получается, 8 шагов мы делаем по формированию. Так мы делаем 8 шагов с каждой стороны по формированию оката рукава. И далее потом вяжем просто прямо рукав. И все. Какую вам нужно длину. И точно так же делается правый рукав. Потом переходим к горловине. В горловине я набрала петли, провязала первый ряд изнаночный, потом провязала по 10 или по 11 рядов 20 и соединила здесь уже, я соединяла крючком. Мне так удобнее было. Соединяла крючком. Двойную сделала горловину, соединила крючком, провязала то, что я провязала резинка 1 на 1 с петлями нижними. И все. Вот моя горловина получилась. Свитером я довольна. Он получился свободный, хорошо лежит, сидит на мне. Я оставлю вам узор, если кому-то этот узорчик понравился. Он очень простой и он очень тянется, этот узор такой, он как резинка, он тянущийся. Вот такой вот. То есть он может быть такой, собираться и тянуться, в общем-то. Свободный свитер, очень может тянуться. Также я еще хочу сказать
важную вещь, что когда мы вяжем, вяжем везде мы, везде, где мы вяжем поворотными рядами, везде мы провязываем кромочные в каждом ряду в конце, в начале. И здесь, когда мы вяжем, тоже кромочные вяжутся в каждом ряду. Вот таким способом я связала японское плечо на размер 52-54. Если кому-то я была полезна, можете оставить комментарий, благодарность или поставить лайк. Мне будет очень приятно. Все, до следующих встреч. Пока.